Все начинается с того, что происходит внутри. Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните. На несколько минут отвлекитесь от дел, новостей и бесконечного потока мыслей. Просто побудьте здесь. В этом моменте задумывались ли вы когда-нибудь о том, что прямо сейчас стоите на пороге удивительных открытий? Вы начинаете раскрывать свою истинную природу, силу, которая способна мягко менять вашу реальность. Нам часто кажется, что мир вокруг — это что-то твердое, неизменное и полностью от нас независимое. Но те, кто начинает искать ответы, всегда их находят. То, что кажется нам твердой материей, на самом деле вибрирует, излучает энергию и живет по своим законам. И в основе всего лежит информация. Назовите этого Создателя, Творца, архитектора Вселенной, как вам ближе. Он первый источник всего, но сегодня именно ваше подсознание становится тем самым мостом, который соединяет вас с этим источником. Внутри вас скрыта немыслимая сила, к которой можно прикасаться каждый день, осознанно направляя свою реальность туда, куда хотите вы. С этого дня вы начнете видеть мир иначе, не как застывшую картинку, а как живой, постоянно меняющийся поток энергии. И вы заметите, как с каждым днем все бережнее и осознаннее обращаетесь со своим главным инструментом, со своими мыслями. Каждая наша мысль — это импульс, который создает наше завтра. Это маленькое зернышко, которое падает в плодородную почву реальности. А эта почва, не задавая лишних вопросов, просто взращивает то, что вы в нее посадили. Ей все равно, сорняк это или прекрасный цветок. Земля даст силу и тому, и другому. Вы неразрывно связаны с этим миром. Ваши внутренние вибрации зависят от того, о чем вы думаете в этот самый момент. То, чем вы наполнены изнутри, притягивает к вам соответствующих людей и события. Помните, когда мы застреваем в тревоге и страхе, мы словно зовем в свою жизнь ситуации, которые заставят нас бояться еще сильнее, но когда внутри живет благодарность, спокойствие и тихая радость, мир начинает откликаться событиями, приносящими еще больше поводов для улыбки. Многие люди годами живут в невидимой ментальной клетке. Они даже не догадываются, что могут переписать свою судьбу, просто изменив свою реакцию на происходящее. На дверях этой клетки висят прочные замки из сухой логики, страха, нелюбви к себе и привычки подчиняться чужим правилам. Человек, который не знает, как устроен его разум, остается заложником обстоятельств. Он слаб, потому что слеп к собственной силе, но новые знания и ваше твердое намерение их использовать помогают открыть эти замки. Сегодня попробуйте просто понаблюдать за своими мыслями без осуждения, без оценок. Включите искреннее любопытство, заметив какую-то необычную или тревожную мысль, мысленно скажите ей: «О, как интересно». И если эта мысль вас ограничивает, если она не делает вас счастливее, спокойно спросите себя: а почему я сейчас так думаю? Кто сказал мне, что это правда? Действительно ли это так для всех? Или есть другие примеры, как я хочу думать вместо этого? Учитесь выбирать свои мысли сами. В этом и заключается настоящее волшебство осознанной жизни. Чтобы изменить сценарий своей жизни, нужно просто дать себе разрешение выбирать, во что верить. Ваше внутреннее состояние сегодня должно совпадать с тем завтрашним днем, о котором вы мечтаете. В вас живет невероятная сила, доступная в любую секунду, и это право дано вам изначально. Конечно, за эти изменения придется заплатить, но не деньгами. Вам придется заплатить своими старыми обидами и установками, которые придется навсегда оставить в прошлом. Придется оплатить смелостью идти против привычной логики, против чужих мнений и привычного уныния. Вам понадобится смелость, чтобы, наконец, разрешить себе быть счастливым. Если вы начнете вслушиваться в то, о чем и как говорят люди вокруг, вы сразу поймете, почему они живут именно так. Наше мышление создает нашу реальность. Здесь некого винить, есть только выбор, который мы делаем много раз за день, впуская в свою голову те или иные мысли,
Понять законы этого мира значит наконец осознать, что вы созданы для счастья. Вы пришли в этот мир, чтобы радоваться этой жизни, какая бы музыка сейчас ни играла вокруг. Спросите себя прямо сейчас, чего я действительно хочу. Если вам нужна радость, не ждите повода. Найдите повод улыбнуться прямо сейчас. Думайте о хорошем. Если вам нужно решение проблемы, начните благодарить мир за то, что все уже разрешилось. Самым лучшим и легким путем. Если вы хотите здоровья, мысленно поблагодарите свое мудрое тело, которое каждую секунду работает ради вас и готово к сотрудничеству. Если вы мечтаете о достатке, начните ощущать это изобилие уже сейчас, радуясь тому, что у вас есть, и мягко останавливая любые тревожные мысли о нехватке денег. Вселенная всегда знает ответы, и у нее есть тысячи способов вам помочь. Доверяйте ей и действуйте. Помните красивую фразу: «У Бога нет других рук, кроме ваших». Прямо сейчас пульт управления вашим будущим находится в ваших руках. И знаете что? Никто не заглянет к вам в душу, никто не осудит вас за то, что ваши мысли сейчас не соответствуют той реальности, которая вас окружает. Это только ваше право и ваше дело. И как только вы позволяете себе опережать реальность, уже сегодня чувствуя то, что почувствуете, когда желание исполнится, вы создаете пространство, где это желание становится возможным. Вы буквально выходите из правил, вырывая себя из паутины привычной логики. Осознанно решайте, какие мысли впускать, а какие обрывать сразу, как только их замечаете. Вы имеете полное право сказать: «Нет, эта мысль не ведет меня к счастью. До свидания». Вместо этого я буду думать о своем здоровье, о любви, успехе и своей внутренней силе. Наши мысли рождают эмоции. Они определяют наше состояние, а состояние строит судьбу. Далеко не каждый готов взять ответственность за свою жизнь и перестать винить внешние обстоятельства. Многие просто плывут по течению, не понимая, что наша главная задача здесь — создавать себя и свою реальность. Именно поэтому так много людей живут бесцельно, борясь с апатией и унынием. Но вы можете искренне гордиться собой. Вы выбрали путь осознанности, на который встают единицы. И не удивляйтесь, если ваша жизнь начнет сильно отличаться от жизни большинства. Вы заслужили это право быть автором своей судьбы, и скоро вы будете слышать от других, как тебе удается жить так легко и счастливо, а вы просто улыбнетесь и ответите: «Потому что я сама создаю свой мир, и это будет чистой правдой». А теперь положите руки на область своего сердца. Почувствуйте его мягкое, ровное биение. Почувствуйте, как с каждым ударом внутри вас разливается тепло и благодарность. Благодарность за эту жизнь, благодарность за то, что в любой момент вы можете принять новое решение и изменить все. Почувствуйте искреннюю нежность к себе, к тому человеку, с которым вам суждено пройти этот путь от самого первого вдоха до последнего. В вас скрыта огромная мудрость. В вас есть все ответы и силы, чтобы создать жизнь вашей мечты. И пока бьется ваше сердце, пообещайте себе выбирать любовь, радость, изобилие, смелость и свои мысли. Каждый раз, чувствуя этот ритм в груди, наполняйтесь уверенностью, что все в ваших руках. Оставьте руки на груди еще на несколько мгновений. Осознайте, что сегодняшний день — это бесценный подарок. Сделайте этот день достойным вас. Все начинается с того, что происходит внутри. А значит, новая глава может начаться уже сегодня. Тихо, спокойно, с этого самого момента. Возвращайтесь к этому настрою снова и снова. Каждый раз ваше подсознание будет слышать его иначе, открывая новые грани вашей силы.